Всем привет! Когда-то очень давно на нашем канале мы снимали видео, где подробно показывали, как пользоваться вот такими петлевязами. И после этого многие наши зрители начали спрашивать о том, а как же одним петлевязом вязать петли разного размера. Многие думают, что большие петлевязы предназначены для больших петель, а маленькие петлевязы для маленьких. На самом деле это не так. Если, например, у нас не будет вот такого большого петлевяза, мы вот прямо сейчас его отложим в сторону, а у нас будет только маленький петлевяз, то этим маленьким петлевязом можно вязать и большие петли, и маленькие. Поэтому в этом видео я покажу, как с помощью одного и того же петлевяза можно вязать петли любых размеров. Чтобы все было понятно, вначале вспомним, как вообще работает петлевяз. Вначале берем, складываем леску вдвое, у нас на пальце образуется петля, затем мы эту леску заводим под головку петлевяза, делаем один оборот, затем одну сторону этой образовавшейся петли мы заводим сюда, вот, и все это дело снимаем с петлевяза, в результате чего у нас образуется петля. Затягиваем. Вот. Если это показывать быстро, то все происходит вот так. Вот у нас получилась также петля. И теперь попытаюсь объяснить, как же нам регулировать размер петли, на каком этапе нужно на это обратить внимание. Ну, вначале делаем все как обычно. Складываем леску вдвое, заводим ее под головку петлевяза, делаем оборот, одну сторону петли вставляем сюда и снимаем палец с петли. И вот именно на этом этапе у нас регулируется размер петли. Ну, представим, что нам нужна петля самая маленькая, например, под стопор для бойла. Мы не сразу же снимаем, как обычно с петлевяза, а тянем вот в эту сторону, как бы вверх от петлевяза. Максимально затянули и теперь снимаем. И вот у нас получилась самая минимальная петелечка. Вот очень маленькая петелечка для стопора под бойл. Теперь свяжем петлю побольше. Это уберем, чтобы нам не мешало. Вот теперь мы опять будем тянуть в том же направлении, вверх от петлевяза, только уже не до самого конца, а немного. Ну, где-то подтянем вот так. И снимаем с петлевяза. И видим, что петелька у нас уже получилась гораздо большего размера. Вот сейчас найду ту петлю, которую только что мы связали. Вот для примера смотрите. Видно, что петли совсем разных размеров. Если же нам нужна петля еще больше, мы, соответственно, делаем больше вот этот загиб. Вот так это удерживаем. Где-то вот здесь делаем оборот. Вставляем в петлевяз одну сторону петли и снимаем. Затягиваем. Вот у нас получилась петля гораздо больше. Это вот слева петля, которую я вязал только что. То есть не самая маленькая, а вот эта предыдущая. Видно разницу, что петли совсем разного размера, и это все делает один и тот же петлевяз. То есть, в принципе, здесь основной этап — это когда мы снимаем петлю с пальца. Еще раз покажу, чтобы закрепить материал.
снимаем петлю с пальца и, как я говорил, не снимаем сразу же с петли вяза, а на этом этапе регулируем размер нашей петли. То есть тянем это все дело вот в эту сторону. Вот сюда. Подтянули, например, вот так. И снимаем. Затягиваем. Есть петля. Нужна маленькая петля. Максимально затянули. Сняли. Маленькая петля. Вот так. Конечно, может, я это все очень сильно рассусоливаю, но дело в том, что это объяснить не так-то просто. Вот, и хочу, чтобы просто все поняли. Вот сейчас еще раз покажу, что это все-таки зависит именно от того этапа, когда мы снимаем петлю с пальца. Вот, например, сделаем большой такой загиб. Вот. То есть получается, по идее, петля вообще большая у нас. Вот здесь берем петлевяз, проворачиваем, вставляем в середину одну сторону петли. Ну, все как обычно. То есть петля, вот видите, палец далеко находится от петлевяза. По идее, петля должна получиться довольно большая. Но мы берем сейчас это все дело и тянем в противоположную сторону от петлевяза. Снимаем. И у нас получилась маленькая петелечка. То есть все зависит именно от этого момента, когда мы тянем леску в противоположную сторону от петлевяза. На том этапе, когда снимаем с пальца петлю. Вот и все. Надеюсь, все было понятно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. До новых встреч. Постойте, постойте, ну вот куда вы уходите, куда? Ведь у нас на канале еще так много всего интересного. Поэтому подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. А также задавайте вопросы, пишите комментарии и ставьте лайки.